Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодняшнее видео– это ответ на вопросы новичков, наших подписчиков и зрителей. Те, кто с нами уже несколько лет, знают, как много внимания мы уделяем подготовке почвы под овощные культуры в теплицах. Ну и не только в теплицах. Урожай следующего года начинается с завершающего сбора плодов перца, баклажанов, помидоров и затем уборки шпагатов, завязок, остатков растений. К этому моменту у нас уже собрана определенная органика для заделки в грунт, ведь высокоурожайные овощные растения вынесли из почвы максимум питательных веществ. Почва уже очень истощена. Высохла, кстати, еще. Мы не поливаем овощи в конце сезона, где-то с конца августа. Плодородный слой в теплице у нас составляет примерно 40 сантиметров, до 40 сантиметров, а ниже глина. Вот такая у нас здесь земля. Вот в этом 40-сантиметровом слое должны быть почти все нужные для питания растений вещества на следующий сезон. Простое двукратное выращивание сидератов и заделывание зеленого удобрения в почву не решает важную задачу создания вкусного плодородного слоя для растений в 2022 году. Поэтому мы осенью закапываем, нет, мы заделаем в этот слой плодородный зеленую органику или солому. Несколько лет назад нам очень повезло, и мы купили гороховую солому. А в этом году в продаже была только измельченная солома озимой пшеницы. Чистая, без сорняков. Кстати, такого никогда не было. И вот она, эта солома, а также измельченный зеленый бамбук, это, кстати, собственный урожай растений, они вот вместе стали начинкой для пирога, плодородного слоя в теплицах. Александр срезал растения бамбука и измельчил их на сечкарне. Зеленая масса и солома слоями укладывалась в выкопанные борозды в теплице. Сложная работа выкапывать эти борозды, но без труда не выудишь и рыбку из пруда, то есть не получишь хороший урожай овощей. Борозды так выкапывали, чтобы они рядышком были друг с другом, чтобы как можно больше поместить в почву органики. Для тех, кто впервые сталкивается с этим способом улучшения плодородия, а также улучшения структуры, воздухопроницаемости почвы, скажу, что в соломе большое количество ценных питательных веществ. Солома ценится высоким содержанием в ней сухих органических веществ. По этому показателю она в 3,5–4 раза превышает навоз. Солома по сравнению с навозом в 3–4 раза экологически чище. Но тот, кто использовал навоз, знает, что обязательно завезешь и кучу нам медведок, и семена сорных трав, и приходится затем снова проводить ряд агромероприятий, чтобы очистить почву от ненужных различных гостей в виде почвенных вредителей или же сорняков. А нам очень-очень надо сейчас, навоз, кстати, проблема, потому что животных нету, их после прошлогодней засухи вырезали, а нам нужны сейчас удобрения. В естественных природных условиях солома разлагается долго, бывает, что 2 года и более. До года это все зависит от температуры, наличия влаги и так далее, других каких-то факторов. Нам же надо очень быстро получить хороший результат. Чтобы солома и зеленая масса бамбука были переработаны и подготовлены к употреблению корнями потом в следующем году томатов, перцев, баклажанов и других овощных растений, нам нужно создать для этого
особые благоприятные условия. Нужен деструктор целлюлозы. Для этого мы используем триходерму. Триходермин – действующее вещество препарата триходермин, у нас трихофит, так называется жидкое вещество. Это вот культурная такая жидкость, содержащая споры, мицелий и продукты метаболизма гриба-антагониста Триходерма лигнорум. Я, кстати, в почве при выращивании картофеля, и уже когда он начинал цвести, я обязательно еще проливала все грядки раствором триходермина. И благодаря этому мы ушли от ряда грибковых заболеваний. Это очень важно. И обрабатывали против болезней мы раствором триходермина. А здесь сейчас снова же к нам на помощь пришла триходерма. Для высокоэффективной работы триходермы требуется значительное количество азота. Вот это прошу учесть и внимательно послушать и запомнить, потому что некоторые наши зрители в прошлом году упустили вот это вещество, которое нужно обязательно для того, чтобы переработалась солома. При недостатке азота в соломе микроорганизмы начинают потреблять минеральный азот из почвы, то есть идет иммобилизация азота. И нашим растениям потом не достанется ничего из азота. Поэтому при использовании соломы как удобрение нужно вносить азотные удобрения обязательно в вот эту субстанцию, которую мы готовим в борозды, то есть на солому поливать. Мы сейчас вам показываем, как мы это делаем. Внесение соломы в плодородное пространство теплицы стимулирует естественную жизнедеятельность почвенных жителей, почвенной микрофлоры, интенсивность ее дыхания, потому что она хорошо дышит с помощью соломы, улучшает ее питательный режим, а это тоже очень важно. В принципе, самый важный момент, казалось бы, питательный режим, но я все эти показатели вставлю в горизонтальное вот такое положение, чтобы понять, что это все очень важно для наших растений, для будущего урожая. Мы уже рассказали и показали наш способ заделки соломы, но мы еще должны сделать такое вот дополнение. Для того, чтобы процесс переработки соломы прошел быстро и успешно, нужна обязательно вода. С ее помощью легко перемещаются по всему соломенному слою живые помощники триходермина и создаются оптимальные условия для разложения сухих веществ соломы. Поэтому мы вот так заливаем в ямы. Ямы у нас, видите, какие, даже вода не проникают ниже вот этой глинистой субстанции. У нас глина, суглинки и глина, ниже 40 сантиметров в теплице. Грунт очень сложный, поэтому нужно обязательно его готовить основательно, для того, чтобы он был питательным, очень вкусным пирогом для наших растений. Ну и вы обязательно спросите меня, сколько же нужно соломы на 1 метр теплицы. Около 1 килограмма соломы мы ставим на метр квадратный грунта. А теперь снова же вопрос, сколько же надо аммиачной селитры для этой агрооперации? Мы используем рекомендации агрономов, специалистов в области переработки соломы в питательную среду. Так вот, нужен 1 килограмм азота на 100 килограммов соломы, то есть килограмм аммиачной селитры на 100 килограммов соломы. У нас получается 100 граммов аммиачной селитры на 10 килограммов соломы. Это уже при расчете на то, как мы используем. Вот мы этот 10 килограммов соломы обрабатываем, разводим в воде и поливаем вот этим раствором с аммиачной селитрой солому. Внесение соломы в грунт содействует развитию почвенной фауны. Вот хочется так и назвать, потому что действительно там фауна большая, разнообразная, прекрасная, которая работает и трудится над почвой и для того, чтобы наши растения нормально, корни растения нормально себя чувствовали.
Внесение соломы также повышает эффективность бактерий, также дождевых червей, они здесь крупные, красивые, трудятся. И, конечно же, другие живые микроорганизмы, вот, которые создают условия для улучшения агрохимических и физических характеристик почвы в теплице. Получается, что солома повторно включается в круговорот минерального и органического питания для наших овощных растений, для формирования новой биомассы, то есть формирования наших стеблей, листиков, цветов, плодов, для выращивания нового урожая витаминных плодов. По вопросу использования соломы мы рассказали. Есть еще один важный момент. Через 5-7 дней после внесения соломы в почву мы обязательно сеем сидераты. В пленочной теплице уже получены всходы фацелии. Фацелии собственных семян, которые мы выращивали в своем саду. Сидерат вот этот помогает почве убрать еще усталость от монокультуры. То есть мы в одной теплице, в этих теплицах выращиваем одни и те же культуры. Даже перемещение с одного рядка на другой ряд, все равно семейство одно, посленовое, поэтому нужно обязательно вот еще убирать усталость почвы. После завершения внесения соломы в этой вот теплице из поликарбоната мы будем менять старый поликарбонат, который прослужил уже 11 сезонов. Ну а затем уже будут посеяны семена сидератов. Есть семена горчицы и масличной редьки. Они быстро нарастают в теплице, и они внесут свою лепту вот именно в эту теплицу, в улучшение плодородия почвы и, естественно, уберут усталость грунта от выращивания на одном месте томатов и огурцов. Вот так мы с осени закладываем фундамент под урожай следующего года в теплицах. Без этого первого шага даже мечтать о больших урожаях овощей не стоит. Хотя можно мечтать, но нужны действия, нужны активные действия для того, чтобы вот этот фундамент создать своими руками, а уже в следующем году получать хороший результат. А хороший результат – это прекрасный урожай огурцов, томатов, баклажанов, перца. Раиса Греченко и Александр Волик подготовили это видео для вас. Мы желаем вам благодатной погоды, прекрасных урожаев, крепкого всем вам здоровья и удачи, удачи, удачи во всех ваших делах. До новых встреч на нашем канале.